Слово «буа» — лес на флаконе от Tom Ford привлекает внимание. Под этой маркой существует несколько известных ароматов, посвященных древесным аккордам — Oud Wood и Ben Fumi Bois Maroccan. В результате сам анонс Bois Pacifique спровоцировал запредельные ожидания, а определение «Пасифик» — Тихоокеанский — сбило с толку. Ведь это прилагательное навевает мысли об уходящей за горизонт водной глади лазоревого цвета. Вместо этого Bois Pacifique призван вызывать ассоциации с великолепным, залитым золотом солнцем лесом, тянущимся вдоль Тихоокеанского побережья. Сначала мы разберем структуру этого аромата, чтобы понять, как Bois Pacifique справляется с этой задачей, а потом посмотрим на важные составляющие его формулы. Первое впечатление — это яркий, почти шипучий парад специй. В отзывах на фрагрантике даже упоминается нота колы, ведь перед нами не столько цитрусовое начало, сколько теплое и пряное приветствие. В официальных нотах на первом месте указан кардамон, куркума и акигалавуд. Кардамон привносит приятный расслабляющий аспект солнечного тепла, а куркума добавляет землистую пряность. После угасания этого солнечного отблеска проявляются центральные ноты – алибанума, ириса, кедра, дуба и сандала. В отличие от тяжелого сиропообразного ладана, алибанум яркий и смолистый, что придает сухой, чистый, почти минеральный оттенок всей композиции, навевая ассоциации с валунами языческого святилища, затерявшегося в чаще леса. Параллельно с этим ирис добавляет бархатистую, слегка пудровую, но в то же время гладкую структуру. На их фоне главные ноты раскрываются особенно ярко. Кедр придает эффект карандашной стружки, дуб – насыщенность и выдержанность, а сандал формирует кремовый ореховый характер. Именно в средней части аромат кажется наиболее интригующим, ведь это многослойная смесь дыма, пудры и богатых древесных нот. Что же касается базовых нот, то они представляют собой симфонию древесных аккордов, смягченных и укрепленных амброй и легким оттенком ванили. Хотя знакомое трио сандала, кедра и дуба по-прежнему находится в центре внимания, сливочный согревающий сандал чувствуется ярче других. Любопытно, что амбра и ваниль добавлены не для того, чтобы сделать аромат сладким, а для сглаживания резкости древесных и дымных нот, придания мягкости и глубины всему аромату. Поняв идею развития Bois Pacifique, становится проще догадаться, какие компоненты ее формируют. Ожидаемо, формула древесного аромата основана на молекуле изоисупер. Хотя сама по себе она обладает слабым кедровым запахом, ее ценность заключается в закреплении других компонентов и формировании сбалансированного профиля. Яркое игристое начало обусловлено добавлением акигалавуда, вещества, получаемого из пачули, которое обладает перечным, чистым и древесным профилем. Это впечатление усиливается эфирными маслами пряностей, суммарно несколько процентов от всей формулы. Центральные ноты аромата — это древесная структура, созданная из сочетания синтетических и натуральных материалов. Кремовый древесный профиль, характерный для эфирного масла сандалового дерева, усилен отдельными молекулами этого семейства. Это могут быть как богданол, еванол, полисантол, так и другие. А упомянутый выше бархатистый пудровый ирис. Сложно сказать, но я думаю, что это смесь иононов, формирующих абстрактный образ ириса, и иронов, добавляющих характерные штрихи. Наконец, базовая нота фантазийного янтаря создана амброксаном и его аналогами, а едва уловимая сладость обеспечивается добавлением ванилина и этилванилина, что вместе формирует сияющий, насыщенный и стойкий шлейф. Если сравнить этот аромат с роскошным шале, то изоесупер — это массивные кедровые бревна, из которых он сложен. Кардамон и акигалавуд — потрескивание огня в печи, которое приветствует вас у двери. А ваниль и амбра — плотные шерстяные одеяла, которые сохраняют тепло после захода солнца. А в следующем видео мы обсудим еще более дерзкое прочтение классики Ив Сен-Лоран Libre Intense.